Ракеты Storm Shadow в действии. Могли ли ВСУ поразить подземный командный пункт армии РФ? Байден спасает Трампа, а наши зрители призывают отправить на войну детей чиновников. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Взрыв за взрывом. Куда могли прилететь британские дальнобойные ракеты Storm Shadow в Курской области? Поражен ли бункер Кремля? Последние детали. Жесткая критика и возмущение. Зрители «Нехта» считают, что представители власти должны отправлять своих детей в мясорубку войны. Обсудим ваши комментарии. Таинственный генерал на линии фронта. Что известно о военном из КНДР, который прибыл под Курск? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Российский Липецк готовится к войне. Местный губернатор заявил, что область в скором времени закупит уличные бомбоубежища из-за угрозы обстрелов, внимание, дальнобойными ракетами. Мы вчера на оперштабе приняли решение о закупках укрытий для жителей Липецка. Изучили опыт Белгорода и Курска, насколько эти укрытия безопасны. Напомню, что в Украине неоднократно заявляли, что западным дальнобойным оружием ВСУ готовы наносить удары исключительно по военным объектам на территории РФ. А это арсеналы, военные аэродромы или же места скопления войск России. К тому же стрелять хаотично сверхточным оружием Киев не может себе позволить, так как имеет ограниченное количество дальнобойных ракет. Например, издание The Times пишет, что у ВСУ есть лишь около полусотни ракет «Атакамс». Еще один прилет летит. Это видео, как утверждает ряд телеграм-каналов, было снято накануне в Курской области. А синт-аналитики верифицировали кадры. Это населенный пункт Марьино под Курском, улица Центральная. Российские пропагандисты заявили, что удар наносился якобы дальнобойными ракетами Storm Shadow. После издание The Telegraph также написало, что Украина впервые применила эти ракеты, поставленные Великобританией, для ударов по территории РФ. Подобные сообщения появились и в публикациях Bloomberg, а также Рейтер. Издание Defense Express, которое уже 2 десятилетия специализируется на вопросах политики, обороны и безопасности государства, пишет о том, что ВСУ не просто так могли использовать около десятка дефицитных дальнобойных ракет, а били прицельно по территории подземного командного пункта, который находится в районе Марьино, в районе усадьбы князей Борятинских. Этот объект находится в подчинении управления по делам президента РФ. С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о углубленном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно, что им пользовалось командование группировки российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что в нем могли находиться и северокорейские генералы. Войсками КНДР в России, которые воюют против Украины, руководит тайный генерал-полковник Северной Кореи Ким Йон Бок. Об этом сообщает Wall Street Journal. Авторы публикации называют этого генерала загадочным, так как он очень редко появляется в публичном пространстве, что не свойственно для военных Северной Кореи такого ранга. Издание уточняет, что Йон Бок занимается интеграцией войск Пхеньяна в российскую армию. Ожидается, что генерал-полковник Ким не примет участие в боевых действиях, но отправка одного из самых важных военных чиновников Северной Кореи свидетельствует о том, что КНДР заинтересована в оказании помощи России вплоть до следующего года. Тем временем в Сеуле подтвердили, что войска Ким Чен Ына уже воюют против ВСУ. При этом часть по-прежнему проходит военную подготовку. Кроме того, Северная Корея не только отправляет войска, но мы также обнаружили, что Северная Корея экспортирует дополнительные военные поставки. Было подтверждено, что Северная Корея отправила в Россию самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, даже артиллерию дальнего действия, а также ракеты и снаряды. В Пентагоне тем временем дали понять и напомнили, что Вашингтон не будет стоять в стороне и подготовит помощь для Украины. Это будет считаться ответом на действия РФ и КНДР.
Позвольте мне внести ясность. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, и сторона, которая продолжает эскалацию этой войны, это Россия, которая втянула в боевые действия еще одно иностранное государство, привлекла к боям более 11 тысяч солдат КНДР. Это эскалация. И вы слышали, как вчера советник по национальной безопасности сказал, что администрация предупредила Россию, если она пойдет на эскалацию конфликта, разместив войска КНДР, мы поможем Украине ответить. Опять же, эскалация войны напрямую связана с выбором и решением России вторгнуться на территорию своего суверенного соседа. Байден помог Трампу, который уже скоро проведет переговоры с Путиным. Издание Bloomberg пишет, что уходящий глава Белого дома оказал услугу избранному президенту тем, что дал разрешение Украине бить американскими ракетами по военным объектам на территории РФ. Авторы издания в своей публикации вспоминают, как сын Трампа критиковал Байдена за такое решение и приходят к следующему выводу. Чего Трамп-младший и другие члены переходной команды, похоже, не понимают, так это того, что Байден своим решением по Атакамс оказал своему преемнику тактическую услугу. Он взвешенно отреагировал на эскалацию Путина и в какой-то степени укрепил украинцев перед лицом неминуемого нападения России. Этот шаг избавляет Трампа от необходимости обострять ситуацию позже и вместо этого дает ему возможность снова торговаться в следующем году. Bloomberg пишет, что поведение Байдена не нравится Путину, и в Кремле надеются, что все изменится с приходом Трампа, который пожертвует Украиной, а Вашингтон и Москва, а также другие столицы поделят мир на сферы влияния. Напомню, что ранее западные медиа сообщали, что разговор между Трампом и Путиным уже состоялся. Произошло это якобы 7 ноября. В свою очередь, Песков опровергал такие контакты с Вашингтоном, но говорил, что Москва готова и открыта к предложениям. В оккупированном Россией Мариуполе тысячи людей остаются бездомными. Об этом говорится в очередном видеообращении, которое было записано для Путина. На этот раз уже жители неподконтрольной Украине территории считают, что им может помочь Кремль и решит квартирный вопрос. На месте уничтоженных российскими снарядами домов, которые были в итоге снесены, теперь строятся элитные ЖК, в которых места коренным жителям города просто не нашлось. В реальности лишь единицы получили компенсационное жилье на окраине города. На месте наших снесенных домов строится ипотека. Знаменитый Ленинградский квартал. Первый дом уже отстроен и заселен, но для нас квартир там не нашлось. Ранее команда Нехта рассказывала, что в этом месяце к Путину обратились еще и жители населенного пункта Ольговка, это уже Курская область. Там тоже местные остались без ничего из-за развязанной Кремлем войны. Мы просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много жизней невинных людей. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо. А что вы думаете о таких видеообращениях к Путину? Поделитесь своим мнением в комментариях. Подписчики Нехта считают, что дети представителей власти должны первыми отправиться в мясорубку войны. Такие отзывы и комментарии мы получили после того, как показали в нашем выпуске видео командира кадыровцев Алаудинова. Он, в частности, обращался к россиянам с требованием рожать как минимум по 5 детей, якобы для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ. Самыми популярными комментариями под выпуском оказались следующие. Для кого и чего рожать детей? Для войн будущих? Тогда давайте начнем с властей. Получается, дети властей за рубежом наслаждаются жизнью, а детей народа кидают в мясорубку войны. Или же такой комментарий. Возмутительно призывать рожать, зная о ваших планах на наших детей. Нет. Кто-то же из вас считает, что рождение ребенка в РФ – это очень затратно в нынешних условиях. Комментарий звучит так. Рожать? Вы видели цены на квартиры и зарплаты людей? Цены, может, в магазине меняются. Да, кстати, меняются, только лезут к потолку. Рожайте сами с такой экономикой. Друзья, не забывайте оставлять свои комментарии. Нашей команде интересны ваши взгляды, и мы все читаем.
У Лукашенко заявили о помиловании политзаключенных. Режим решил освободить 32 человека. В тюрьмах Беларуси они оказались по так называемым экстремистским статьям. Для режима Лукашенко, напомню, экстремисты и террористы – это те, кто принимал участие в протестах 2020 года, либо же высказал свое недовольство правлением самопровозглашенного президента. В пресс-службе Лукашенко заявили, что помилованные якобы признали свою вину и раскаялись. Теперь освобожденные будут находиться под постоянным надзором силовиков режима. Тем временем в Демсилах Беларуси говорят, что Лукашенко не отказался от репрессий в республике. Ну, с одной стороны, мы радуемся, что людей освобождают. За последние полгода 170 человек были освобождены. Да, у них небольшие сроки, да, некоторым оставалось мало сидеть, но большинство этих людей из гуманитарного списка, который мы передавали лукашенковским властям через разных посредников. Это люди в тяжелом состоянии, многодетные, старые, больные. И очень хорошо, что они выходят на свободу живые. Ну, конечно, выйти из тюрьмы – это еще не быть на свободе. Все равно многие не могут выехать из тюрьмы. За многими следят, но это лучше, чем быть в камере 100%. Но с другой стороны, мы видим совсем обратный тренд. Вот за последние полгода более 400 человек были задержаны, то есть 3 раза больше, чем помилованы. Многие из них еще не стали политзаключенными, многие из них отказываются, чтобы их добавляли в списки политзаключенных, потому что это существенно ухудшает их условия нахождения. Поэтому, если это жест, то он очень непонятный. Если это попытка заигрывать с Западом, то она очень странная. Я думаю, что это скорее месседж для внутренней, возможно, аудитории перед выборами, на самом деле показать какой-то гуманизм Лукашенко. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.